Шестилетний мальчик по имени Томас ворвался в полицейский участок с глазами полными слез. Его маленькие руки крепко сжимали дверную ручку, когда он громко воскликнул: «Арестуйте моего папу!». Кэтрин, сотрудница полиции, специализирующаяся на работе с детьми, сразу заметила, что что-то не так. Она подошла к мальчику, присела на корточки и мягко спросила: «Томас, что случилось? Почему ты хочешь, чтобы арестовали твоего папу?» Томас всхлипывал, его голос дрожал от волнения. «Он бьет меня», — произнес он, не в силах сдержать слезы. Кэтрин и сержант Пол обменялись взглядами, понимая, что ситуация серьезная. Пол начал задавать вопросы, пытаясь выяснить, что произошло. «Где твой папа сейчас, Томас?» — спросил он. Мальчик указал на старую водонапорную башню, стоящую на краю города. «Я сбежал, когда он уснул», — добавил он, и его голос стал тише. Кэтрин спросила о маме Томаса, но мальчик только покачал головой. «Я давно ее не видел», — произнес он, и в его глазах появилась грусть. Полицейские поняли, что ситуация требует немедленного вмешательства. Сержант Пол собрал группу и направил их к дому, который указал Томас. Когда они прибыли, то обнаружили Итана, отца Томаса, в состоянии сильного стресса. Он выглядел уставшим и изможденным, но когда увидел полицейских, его лицо искажалось от страха. «Что случилось?» — спросил Итан, поднимая руки в знак миролюбия. Полицейские объяснили ситуацию и арестовали Итана, но мальчик, увидев это, бросился к отцу. Итан, не ожидая такого поворота, обнял Томаса, и в этот момент все поняли, что здесь не все так просто. «Я попросил арестовать тебя, чтобы ты мог поесть», — прошептал Томас, и его голос был полон нежности. Итан, растя сына в одиночку после смерти жены, не мог сдержать слез. Он объяснил полицейским, что у него не было работы и денег, и он изо всех сил старался обеспечить сына, но иногда не справлялся. Полицейские, тронутые историей, решили помочь. Они отвезли Итана и Томаса в участок, где им предложили еду. За столом, наполненным теплом и заботой, Итан рассказал о своих трудностях, о том, как он пытается быть хорошим отцом, но иногда просто не знает, как справиться. На следующий день, после обсуждения с начальством, Итана пригласили работать уборщиком в полицейском участке. Это было небольшое, но важное начало. Его история привлекла внимание местного сообщества, и вскоре началась кампания по сбору средств для помощи нуждающимся семьям. Томас, маленький герой, своей смелостью и добротой изменил жизнь не только своей семьи, но и многих других. Его поступок напомнил всем, что даже в самых трудных ситуациях важно оставаться человечными и заботиться друг о друге. В маленьком городке, где все знали друг друга, мир стал немного добрее благодаря смелости одного 6-летнего мальчика. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.